Если ты не знаешь, кто такой Виктор Петров и чем занимается самая крупная в мире фабрика по производству игрушек, смотри мое видео, и ты найдешь ответы на эти вопросы. Теперь вы знаете, чем русские матрешки лучше заграничных кукол Барби. Поэтому мы можем смело переходить к следующей части нашего урока. И здесь нас ждут новые слова. Например, слово «подделывать». Подделывать значит создавать фальшивую копию оригинала. Причем создавать нелегально полную копию этого оригинала. Например, в Китае подделывают многие вещи известных дорогих марок. Или тоже можно сказать, что, например, подделать деньги очень трудно. Следующее слово – это слово «настоящий». Настоящий значит оригинальный, реальный, такой, как идеал. Например, этот браслет сделан из настоящего золота. Тоже можем использовать это слово в абстрактном значении. Например, я могу сказать: «Ты мне всегда помогаешь в очень трудных ситуациях. Ты настоящий друг, такой, как идеал». Дальше у нас есть слово «присоединить». Присоединить значит включить в свой состав. Чаще всего мы говорим слово «присоединить» о каких-то территориях, структурных подразделениях. Например, после войны страна присоединила новые территории. Но тоже можно сказать, что, например, эта огромная корпорация присоединила маленькую фирму. И теперь эта фирма стала частью большой корпорации. Ну что, теперь мы потренируемся, как красиво говорить по-русски эти слова. Подделывать. Помните, что здесь у нас звук А. Повторите. Отлично. Подделывать. Дальше слово настоящий. Тут тоже звук А. Повторите. Отлично. И последнее слово присоединить. Тут тоже А. И здесь такой больше звук И. Повторите. Присоединить. Отлично. Следующее выражение – это поддаться на провокацию. Поддаться на провокацию значит оказаться в неудобной, невыгодной для себя ситуации в результате давления или манипуляции. То есть мы не хотели бы что-то делать, но нас уговаривают или используют какие-то другие методы, и в результате мы говорим «да», мы соглашаемся и оказываемся в неприятной ситуации, а значит, поддаемся на провокацию. Например, он поддался на провокацию и выпил литр водки за вечер. Да? Он не хотел этого делать, но сделал. Кстати, это выражение очень часто использовалось в Советском Союзе, и это была такая формула, очень популярная. Ее говорили во всех ситуациях, когда за ней не стояло какого-то особого смысла. Она просто подходила для всех ситуаций. Следующее слово – это слово «начальство». Начальство – это руководство,
То есть все те люди на высоких должностях, которые управляют фирмой, организацией. Например, сегодня начальство фирмы проводит встречу с работниками. Слово «начальство», я бы сказала, чуть-чуть более разговорное. Мы часто его используем в речи, пишем уже чуть реже. Дальше у нас слово «заместитель». Заместитель – это тот, кто заменяет какого-либо человека на его должности. Например, заместитель директора сегодня или сейчас в отпуске. Заместитель бухгалтера работает прекрасно. Хорошо, а теперь мы с вами повторим слова, чтобы вы научились их красиво говорить по-русски. Поддаться на провокацию. Помните о том, что здесь везде у нас «а». Провокацию. И это выражение, эти звуки читаем как «ц». Поддаться на провокацию. Повторите. Отлично. Дальше. Начальство. Тут тоже у нас «а». Повторите. Отлично. Начальство. И слово заместитель. Повторите. Отлично. А теперь последнее слово. Слушайте внимательно, потому что всех значений этого слова вы не найдете в учебниках русского языка. Это слово «голубой». Первое значение этого слова, которое вы наверняка знаете, это светло-синий цвет. То есть вот такой цвет. Например, сегодня нет облаков и небо голубое. Но это не единственное значение этого слова. Второе значение слова «голубой» – это гомосексуалист или гей. Помните, пожалуйста, что гомосексуалист – это более, я бы сказала, такой медицинский термин, не до конца приятный. Гей – это абсолютно нейтральное слово, так можно называть людей нетрадиционной сексуальной ориентации. А слово «голубой», оно имеет немного такой иронический подтекст, но при этом оно не вульгарное и не обидное. Я могу сказать, в этот клуб ходят только голубые. Помните, пожалуйста, что в русском языке есть еще слова, которыми можно назвать геев. И эти слова очень вульгарные, очень обидные. Их не надо говорить. Поэтому я тоже не буду их произносить на нашем уроке. Вы можете их прочитать. Это первое слово. Оно не очень сильное, хотя неприятное. А второе слово уже крайне вульгарное и крайне неприятное. Вы должны его знать, но лучше его не использовать в своей речи. У нас было много новых трудных слов, поэтому я подготовила для вас задание, которое поможет вам запомнить эти слова. И с этой целью я написала на доске фразы, в которых не хватает какого-то слова. Это слово было у нас на уроке, я объясняла это слово, и вам из контекста нужно понять, какого именно
слова не хватает и поставить это слово в правильную грамматическую форму. Сейчас я прочитаю для вас эти фразы. Когда директор в отпуске, его работу делает... Кто же ее делает? Вторая фраза. Он профессионал и легко отличит золото от фальшивого. Третье. Он работает на фабрике по автомобилей. И четвертое. Вещи известных марок часто, чтобы дорого продать дешевый товар. А теперь можете сделать паузу и написать себе на бумаге, в тетради ответы или просто подумайте, какие слова из этого урока подходят и могут использоваться в этих контекстах. А я через секунду скажу вам правильные ответы. Внимание, внимание! Ответы на вопросы. Какого же слова тут не хватает? Когда директор в отпуске, его работу делает заместитель? Дальше. Он профессионал и легко отличит настоящее золото. Так. Он работает на фабрике по производству. Автомобилей. Вещи известных марок часто подделывают. Отлично. А теперь смотрим интервью. Еще один вопрос про ассортимент. Недавно перестали производить игрушки смурфы. В чем причина? А вы видели в природе голубых людей? Это же не натурально. И мы не будем учить детей таким ненатуральным вещам. Скажите, а какие игрушки пользовались и пользуются популярностью за границей? Там очень любят Машу и медведя. Скажите, а на фабрике бывали случаи, что игрушки подделывали? Да, был один такой случай. Подделывали киндер-сюрпризы, и вместо шоколадного яйца в фольге были настоящие яйца. С другой стороны, сюрприз в них был. Ходили слухи, что ваша фабрика хотела присоединить фабрику конкурентов. Это правда? Нет, это только слухи. Мы ничего такого не делали, хотя конкуренты точно хотели бы к нам присоединиться. Но мы не поддадимся на провокацию. Расскажите, а как идет сотрудничество с ближайшим партнером Запада? Сотрудничество очень эффективное, хотя нас немного расстраивает тот факт, что у партнера своя стратегия развития, и он заинтересован только в производстве игрушечных тракторов. Недавно
В прессе появилась информация, что во время финансового кризиса начальство фабрики выплатило себе премию. Это правда? Да это глупость. Кроме меня и моего заместителя никто никакой премии не получал. Я надеюсь, что вы поняли все, что было в интервью, и без труда ответите на вопросы, которые я для вас подготовила. Первый вопрос. Правда ли, что игрушки с фабрики никогда не подделывали? Второй вопрос. Правда ли, что фабрику хотела присоединить заграничная фирма? Третий вопрос. Правда ли, что у начальника фабрики, фирмы, не было и нет заместителя? И четвертый вопрос. Правда ли, что начальство фабрики не платило никому премии во время кризиса? А чтобы проверить ответы на эти вопросы, можете заглянуть сюда или найти ответы внизу в описании видео. А вы видели в природе голубых людей? Это же не натурально. Там очень любят Машу и медведя. С другой стороны, сюрприз в них был. Ха-ха. Нет, это только слухи. Мы ничего такого не делали. А как идет сотрудничество с ближайшим партнером Запада? Нас немного расстраивает тот факт, что у партнера своя стратегия развития